Привет всем! Рада видеть вас на своем канале. Меня зовут Надя, и в этом видео я расскажу вам, как я вязала вот этот узор. Итак, сначала ставьте видео на паузу и пишите свой вариант в комментариях, как связан этот узор. Крючком или спицами. Хотя, я думаю, все и так уже знают. Ну и сразу раскрою вам эту тайну. Этот узор связан стопроцентно крючком. Хотя в некоторых соцсетях, когда я публиковала только предварительный ролик об этом узоре, мне девчонки, конечно, написали, что подумали сначала, что это спицы, и что ни за что бы не поверили вот так вот с первого раза, что это тоже связано крючком. Вяжется такой узор в технике укороченного поворотного вязания крючком боснийской вязкой. То есть фактически он вяжется вот так. Вяжется соединительными петлями и соединительными петлями с накидом, за счет чего и получаются вот такие вот объемные косички. У меня односторонний вариант, то есть один ряд я вязала, как я сказала, соединительными петлями, и второй ряд я вязала соединительными петлями с накидом. Вот этот ряд это как раз лицо. Вон, видите, с обратной стороны появляется на лице, а ряд из просто соединительных петель это будет изнанка, он будет выглядеть так. Если хотите двусторонний узор, то, наверное, тогда обе стороны вяжите соединительными петлями с накидом. Я еще этот вариант не пробовала, что получится, не знаю. Но давайте уже начнем вязание. Для узора нужно набрать число петель кратное 6 и 3 петли. Я бы хотела сказать для симметрии, но в данном узоре 3 петли для смещения рисунка. Я наберу 33 петли. Петли набраны, и теперь первый ряд узора. Воздушная петля подъема. Дальше делаю накид на крючке и вкалываю крючок во второе звено от крючка за дальнюю дужку. Подхватываю рабочую нитку и вывожу петлю через звено и через все нити на крючке. Это получается соединительный столбик с накидом. Снова делаю накид и делаю соединительный столбик с накидом. И третий накид и соединительный столбик с накидом. Вот 3 соединительных столбика с накидом я связала. Дальше начнется поворот. Воздушная петля подъема, поворот и провязываю все то, что я сейчас связала, обычными соединительными петлями за дальнюю дужку. Раз, два, три. Вот получилась первая пара укороченных рядов. И дальше снова будет поворот. Воздушная петля подъема, поворот. Снова во второе звено от крючка начинаю делать следующий маленький укороченный ряд. И здесь опять соединительные петли с накидом. 1, 2, 3. Дальше идет, видите, ступенька, и мне нужно будет спуститься с этой ступеньки на ряд ниже. Здесь сначала я делаю не накид, я делаю обратный накид, то есть вот так делаю. Именно для смыкания ступеньки с нижним рядом нужно сделать обратный накид. То есть если накид я делаю вот так, то в данной петле я делаю обратный накид, вкалываю крючок. Вот так, видите, я подхватываю здесь вот эту перемычку, это была воздушная петля, и еще вот эту ниточку. Вот так подхватываю. И здесь спускаюсь в следующее звено. Это будет четвертое звено по набранной цепочке. И провязываю все петли на крючке и обратный накид вместе. Это будет 4. Дальше продолжаю вязать обычными соединительными петлями с накидом. Их должно быть всего 9 в этом ряду, да? 4 связала, 5-я,
шестая, 7, 8 и 9. И на этом этот ряд тоже, получается, закончен. Дальше снова будет поворот. Воздушная петля подъема, поворот. И вот этот ряд, как вы видите, да, вот он, ряд был из соединительных петель с накидом, и вот они, пушистые косички, появились по лицу. А следующий ряд, соответственно, будет из просто соединительных петель, и в этом ряду их будет 6. Раз, два, 3, 4, 5, 6. Здесь можно проверить себя, что вы все правильно сделали. У вас в конце ряда должно остаться 3 петли. У меня 3 свободных петли. Все верно. Снова воздушная петля подъема, снова поворот и снова вязание продолжится соединительными петлями с накидом. И на этот раз их будет 12. Снова делаю накид, вкалываю крючок во второе звено за дальнюю тушку и делаю раз, два, 3, 4, 5, 6. Дохожу до первой ступеньки. Дохожу до первой ступеньки, и здесь снова должна быть сцепка с нижним рядом. Поэтому делаю сначала обратный накид и вкалываю крючок вот так, за 2 ниточки. И в следующее звено. Все петли провязываю. Это будет 7. И продолжаю вязать обычными соединительными петлями с обычным накидом. 8, 9, 10, 11, 12. Итак, 12 петель я связала. Воздушная петля подъема, поворот. И здесь будет 6 соединительных петель за дальнюю тушку. Раз, два, 3, 4, 5, 6. А видите, такая необычная сцепка нужна, чтобы вот этот ряд красиво слился с вот этим рядом, да. И видите, кажется, что как будто бы веточки выходят из одной петли. На большом образце у меня это очень хорошо видно. Вот здесь вот кажется, что, видите, веточки выходят друг из друга и прям вливаются друг в друга. При обычной сцепке там будет не такое красивое соединение. Я для себя выбрала вот такой вариант. Если вы знаете еще какой-то вариант вот этой красивой сцепки, то, пожалуйста, пишите об этом в комментариях, либо можете мне в телеграм-канал прислать свое видео. Раз, воздушная петля подъема, и теперь снова 12 соединительных петель с накидом. Ну, в общем, дальше вот этот мотив 12 петель в одну сторону, 6 петель в другую сторону будет повторяться до конца ряда. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Воздушная петля подъема, поворот. И в обратную сторону снова 6 петель. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И опять воздушная петля подъема, поворот и 12 петель с накидом. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Сцепку делаю, обратный накид, вкалываю в перемычку и в ниточку петли предыдущего ряда, в нижний ряд и считаю 7, 8, 9, 10, 11, 12. Воздушная петля подъема, поворот и 6 петель. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И 12 петель. Воздушная петля подъема, поворот. Здесь с накидами вяжу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Обратный накид и делаю сцепку. Раз, точнее 7, 8, 9, 10, 11, 12. Воздушная петля подъема, поворот. Снова 6 петель. За дальнюю тушку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И опять воздушная петля подъема, поворот. И заканчиваю ряд. Здесь остается лишь 6 петель. Их вяжу с накидом. Раз, два, три, четыре, пять. И последняя точка. Вот она, 6. И давайте опять сделаю воздушную петлю подъема и поворот, чтобы уже сразу развернуться. И я хочу вас обрадовать. Мы связали один ряд. Да, он был вот такой сложный. Он вот так вот вязался, но это всего лишь только один ряд. И вообще, если так разобраться, этот узор будет состоять из двух таких рядов. Вот один мы связали, а дальше мы будем вязать точно такой же, но в другую сторону. А так в нем будет все то же самое. И теперь снова начинаю уже второй ряд этого узора, и здесь я его начинаю с 3 петель. Здесь я опять-таки смотрю, на какой стороне. Так, я на лицевой стороне, значит, здесь я вяжу обычные соединительные петли. Раз, два, три. Воздушная петля подъема, поворот, и здесь делаю соединительные петли с накидом. Раз, два, три. Воздушная петля подъема, поворот. И помните, у нас была следующая проходка, и в ней было 9 петель.
Вот сейчас мы это и будем делать. Но если в том предыдущем ряду, но он был самый начальный, в нем была только одна ступенька, то теперь не смущайтесь, дальше все время ступенек будет 2. И это правильно, это нормально. Делаю раз, 2, 3. В этом ряду, это будет второй ряд, я такую сцепку не делаю, она будет на изнанке, и здесь я делаю обычную сцепку, то есть подхватываю просто перемычку вот эту и спускаюсь вниз. 4, 5, 6. Опять делаю обычную сцепку. 7, 8, 9. Для контроля себя, учтите, вы всегда должны остановиться в центре какого-либо лепестка, какой-то веточки. Да, вот я остановилась, видите, мне надо до края дойти 3 петли. То есть вот он центр. И теперь повороты в обратную сторону. Воздушная петля подъема, поворот. Делаю накид на крючке и вяжу 6 соединительных петель с накидом. Раз, 2, 3, 4, 5, 6. 6 петель я сделала. Воздушная петля подъема, поворот. И теперь 12 обычных соединительных петель. Вот видите, я здесь 2 ступеньки пройду и остановлюсь вот здесь. Раз, 2, 3, 4, 5, 6. Делаю сцепку и считаю ее как 7-ю петлю. Это и есть 7-я петля. 7, 8, 9. Опять делаю сцепку. Вот эту перемычку вот так подхватываю. 10, 11, 12. И теперь снова воздушная петля подъема, поворот, накид на крючке и 6 петель вяжу с накидами. Раз, 2, 3, 4, 5, 6. Воздушная петля подъема, поворот. Я думаю, вы уже поняли. Дальше будем повторять 12 петель, 6 петель, 12 петель, 6 петель. Все, мы вышли на повторение. И так вяжу до конца этого ряда. Да? Теперь 12 петель. Раз, 2, 3, 4, 5, 6. 7-я петля со сцепкой. 7, 8, 9. 10-я петля тоже со сцепкой. 10, 11, 12. Воздушная петля подъема, поворот. И здесь 6 петель, соединительных петель с накидами. Раз, 2, 3, 4, 5, 6. Воздушная петля подъема, поворот и снова 12 петель. Раз, 2, 3, 4, 5, 6. 7-я со сцепкой. 7, 8, 9, 10, 11 и 12. Воздушная петля подъема, поворот, 6 петель.
Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Воздушная петля подъема, поворот. И здесь уже в этом ряду, в этом полуряду я уже вяжу до конца ряда. Здесь будет 12 петель. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. На самом деле очень простой узор. Да, ну что здесь? Туда 12, сюда 6, туда 12, сюда 6. И просто делать надо смещение. Так, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Вот уже видны веточки. Воздушная петля подъема, поворот. И здесь 6 петель. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И снова воздушная петля подъема, поворот. И снова 6 петель. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И на этом закончен только второй ряд. Третий ряд, он будет аналогичен первому, аналогичен второму. То есть теперь просто возвращаемся к первому ряду и повторяем эту схему снова и снова. Воздушная петля подъема, поворот. Просто здесь нужно ориентироваться, где мы делаем ряд из обычных петель, где мы делаем ряд из петель с накидами. Да? Здесь вот у меня изнаночная сторона, значит, мне нужно, чтобы там с лица были пышные косички. Значит, здесь я вяжу с накидом. Делаю 3 соединительных петли с накидом. Раз, два. Это вступление как бы. 3. Воздушная петля подъема, поворот. Снова 3 петли без накидов уже. Раз, два. Так. 3. Воздушная петля подъема, поворот. И здесь 9 петель. Раз, два, 3. Четвертая петля это сцепка. Здесь сцепка будет на лице, поэтому делаю ее с обратным накидом. Вот так подхватываю нитку, вкалываю крючок за 2 петли и спускаюсь в нижний ряд. И делаю 4. Снова обычный накид 5 и снова 6. Обратный накид и сцепка. 7, 8, 9. И опять воздушная петля подъема, поворот. Я думаю, здесь уже все запомнили этот момент. Здесь только 6 петель. Раз, два, три, 4, 5, 6. В конце остается 3 нетронутых петли. Все верно. Воздушная петля подъема, поворот. И перехожу на работу 12 петель, 6 петель, 12 петель, 6 петель, 12 петель, 6 петель, почти до конца ряда. Я думаю, что все запомнили уже этот раппорт, мотив. Сейчас еще раз покажу, как перейти на нижний ряд, чтобы красиво соединить веточки. Обратный накид, вкалываю крючок за 2 ниточки, подхватываю, то есть вот так, видите, с лица очень хорошо видно, что я подхватываю. Вот дужку и вот ниточку подхватила. И провязываю. Обычный накид и обычный накид. И опять обратный накид,
подхватываю в нижний ряд и провязываю. Здесь можно еще подтянуть, чтобы, конечно, не болтались нитки, да. Следите за тем, чтобы не было каких-то свободных нитей. И в обратную сторону 6 петель. Раз, 2, 3, 4, 5, 6. Вяжу таким способом до конца этого ряда, и на этом третий ряд будет закончен. И вот закончила я третий ряд. Четвертый ряд будет абсолютно аналогичен второму. И вот дальше мы вот так вот продолжаем. Четвертый, пятый, шестой, седьмой, да. И вот образец побольше. Единственное, в чем здесь разница, здесь я начала ряд с обычных петель. Ну, то есть здесь я фактически со второго ряда начинаю, а здесь вот с первого, да. То есть вот так вот они отличаются на пол раппорта эти образцы. Это уже на ваше усмотрение, смотря как вам надо, чтобы край был с косичкой по низу, либо чтобы край заканчивался веточками по низу. Я оставлю схему к этому узору. Там абсолютно примитивнейшая схема у себя в телеграм-канале. Ссылка в описании. В PDF-варианте можете скачать, распечатать и вязать с листка бумаги. Также, если вы вяжете по моим МК и хотите прислать мне фото, то тоже добро пожаловать ко мне в телеграм-канал. Там есть чат, туда можно сбрасывать картинки, видеофайлы, даже аудиосообщения туда можно сбрасывать. Сбрасывайте туда фото по моим работам или, может быть, свои идеи и свои работы, что вы свяжете вот этим узором, может быть, шапочку, шарфик или снуд, почему бы и не связать. То есть добро пожаловать ко мне в телеграм-канал. Я не часто выкладываю посты в телеграм-канале, я не знаю, плюс это или минус, но вот так вот. Иногда радую своих подписчиков какими-то узорами и в Телеграме, и какой-то перепиской, какими-то советами тоже. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Заранее спасибо за ваши лайки. Подписывайтесь на YouTube, на Дзен. Спасибо за внимание. Пока-пока.